Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы разберемся, от чего зависит победа в ориентировании, какие допускаются основные ошибки, и также, когда поражение действительно шаг к победе. Поехали! Итак, что же нам нужно для победы? В совокупности нужно объединить несколько факторов. Основные факторы — это удача, опыт, психологическая устойчивость и физическая натренированность. Давайте разберем каждый фактор по отдельности. Удача. Для кого не секрет, что иногда удача влияет большую роль в победе. Это могут быть как и ошибки соперников, так и ваши удачи. Например, соперник может не прийти на соревнования, заблудиться на каком-нибудь КП, упасть и так далее. А вы можете, к примеру, несмотря в карту, просто по азимуту пробежать и найти КП. И это тоже будет плюс к вашему времени. Также иногда влияет стартовый протокол, ваше положение в стартовом протоколе. Например, за вами стартует очень сильный противник, вы просто его ждете минуту, или вы на каком-нибудь КП ошибаетесь минуту и просто за ним бежите. Если он хорошо пробегает, то разница в минуту, например, на каких-нибудь лонгах, это не так много. То есть вы можете даже попасть в призовое, на призовое место. Вот так. Дальше идет опыт. От опыта в основном зависит, как быстро вы пробежите дистанцию. К опыту может относиться как и ориентирование, так и психологическая и физическая натренированность. Давайте разберем сначала техническое, то есть ориентирование. Опытный спортсмен, он уже начитанный, он знает все условные обозначения, некоторые правила ориентирования. Он чувствует масштаб и расстояние. Он использует тактики ориентирования, методы и приемы. Всем, которые он научился за свой опыт. К психологическому опыту относится просто устойчивость к стрессовым ситуациям. То есть, к примеру, на старте опытный спортсмен уже не так сильно волнуется, как, допустим, спортсмен неопытный. К опыту физической подготовки относится в основном просто метод тренировок, как качать разные группы мышц и в том числе выносливость. Но нужно это комбинировать с картой. То есть, когда бежите кросс, нужно еще читать карту, и, соответственно, будет намного тяжелее бежать. То есть тратится больше сил на еще дополнительное чтение карты. Дальше идет психологическая устойчивость. Кому-то лучше говорить перед стартом, чтобы показать лучший результат. Кому-то отойти и быть в одиночестве и остаться со своими мыслями. К примеру, у меня это самый подходящий для меня способ успокоиться. И это перед стартом представить, как я бегу. Точнее, сначала представить, как я беру карту, легенницу, как бегу на КП. Как я пробегаю несколько КП и бегу с сотого на финиш. Вот это я все представляю, и от этого уже легче психологически. Дальше идет физическая подготовка. Физическая подготовка, так же как и техническая, влияет большую роль, насколько быстро вы пробежите дистанцию. То есть, на некоторых картах или дистанциях, где просто надо бежать, меньше надо думать, надо просто бежать, выиграет, конечно, спортсмен, который готовился физически. Физическая какая-то карта, сложно, с большим количеством ориентиров, из которых надо выбрать только основные, то тогда уже спортсмен, который лучше ориентируется, то есть лучше умеет технически проходить дистанцию, конечно же, он выиграет. Но про физическую подготовку тоже забывать не стоит. В идеале должна быть вкачана и физическая подготовка, и техническая.
Теперь давайте разберем основные ошибки, которые допускают ориентировщики при ориентировании. Первая ошибка – это бежать быстрее, чем думает голова. Я думаю, что вы это слышали, но много где это слышали. И что же это на самом деле значит? Вы всегда должны понимать, где вы примерно находитесь и где примерно вы будете находиться через 50 метров. Так вот, вы бежите быстрее, чем думает голова. То есть вы не понимаете, где вы находитесь в карте, просто бежите. И потом куда-то приходите в незнакомое место и начинаете себя уже искать в карте. Это совершенно неправильный метод ориентирования. И чтобы это избежать, надо просто замедлять скорость на каких-нибудь сложных участках. Или просто вы, допустим, бежите и не понимаете, где вы находитесь, то надо сбавить скорость, прочитать карту внимательно, потом все-таки найти себя и продолжить в том темпе, в котором вы можете спокойно читать карту. Ошибка номер 2. Это не готовиться психологически к старту. Ну или как-то неправильно готовиться. Или вообще не готовиться. То есть не должно быть слишком сильного мандража. То есть вы должны успокоить свои мысли, чтобы приготовить себя к ориентированию. И наоборот, если вы слишком уверены, самоуверены в себе, думаете, вот я там всех разнесу, и потом залетаете на первый пункт на 7 минут. Это неправильно. Третья ошибка – это неправильный выбор варианта, либо спешка в выборе варианта. Ну, я думаю, это одно и то же. При выборе варианта надо обязательно просмотреть несколько вариантов, если таковые есть вообще. Если один вариант, просто выбираешь и все, бежишь. Но обычно существует 2 или 3 варианта, и вы выбираете именно вариант, который, по вашему мнению, самый выгодный. В спринтерском ориентировании обычно опираются только на длину. Ну или на количество лесенок, если перегон кажется, 2 варианта кажутся одинаковыми, то, скорее всего, выгоднее будет тот, который имеет меньше лесенок или поворотов. А в лесном ориентировании надо еще учитывать проходимость, потом нужно учитывать набор высоты. Так вот, и ошибка заключается в том, что вы спешите и выбираете ненужный вариант, или не смотрите в легенду и прибегаете, это уже больше к спринтерскому ориентированию относится, прибегаете на одну сторону забора, а КП стоит на другой. И вам надо снова перепланировать все и оббегать дом, забор, чтобы попасть на ту сторону. Поэтому перед тем, как реализовывать свой вариант, надо подумать, точно ли это все, то есть конечный ответ и насколько он корректен. Вот и все. Также в дополнение к этой ошибке будет то, что вы не анализируете, не планируете вариант захода на следующий перегон и вариант пути там, где это возможно. То есть это возможно там, где вы имеете время на лишнее прочтение карты, или там, где вы просто бежите ногами. То есть у вас прямой участок, где не надо ориентироваться. Итак, 4-я ошибка – это незнание тактики ориентирования. Всего есть 2 действенные тактики в ориентировании. Это прогноз местности и чтение объектов в реальном времени. Так, прогноз местности – это такая тактика ориентирования, при котором вы читаете карту и уже представляете, что будет перед вами через 50, через 100 метров, какая будет форма рельефа или какой объект. Вы уже представляете у себя в голове и просто реализуете вариант, который вы построили.
И если этот прогноз не совпадает с вашей картинкой в голове, то, скорее всего, вы бежите не там, или вы представляете неправильно. Так, вторая тактика ориентирования – это чтение карты в момент ориентирования. Вы просто бежите, читаете, сопоставляете карту с местностью, грубо говоря, и реализуйте также свой вариант. В целом. Пятая ошибка заключается в том, что вы читаете слишком много в карте. Не надо торчать в карте и просматривать каждый микробугорок, и тем самым вы замедляете свое ориентирование. Надо читать только те условные обозначения, с помощью которых вы можете толкнуться и продолжить дальше свой путь. Не нужно читать микроворонку, которая находится в 50 метрах от вас, если вам нужно просто бежать вдоль болота. Шестая ошибка – это то, что вы не используете методы ориентирования. Про них я, скорее всего, отдельно сделаю видеоролик, но могу сказать несколько. То есть к методам ориентирования относятся, к примеру, бег с упреждением, бег в мешок, еще где-нибудь бег по линейным ориентирам в основное, и бег от нескольких ориентиров. Так когда же поражение – это действительно шаг к победе? Поражение – действительно шаг к победе, когда вы после, допустим, поражения, после плохого прохождения дистанции, вы анализируете все свои ошибки и потом куда-нибудь записываете или что-то делаете на следующем старте для того, чтобы такого не повторилось. И теперь после каждого соревнования спрашивайте себя, в чем я сегодня ошибся, даже если вы выиграли эту гонку. И потом анализируйте эту ошибку и делайте так, чтобы ее не допустить в дальнейшем. Всем спасибо за внимание, всем пока.